Друзья, всех приветствую на своем канале, и сегодня я буду делать странные вещи. У меня есть вот такая модель танка-шагохода, и из нее мне понадобятся только детали для сборки ног. Начинаю сборку с внутренних узлов конечности. Это будет самая верхняя часть. С помощью нее нога крепится к автомобилю. Некоторые детали не приклеиваю. Дальше собираю внешнюю оболочку этого механизма. Каждая часть состоит из двух половинок. Сначала собираю стопу и после этот узел вставляю внутрь корпуса. Теперь соединяю две части ноги между собой, и в середине ее тоже можно будет сгибать. И последний подвижный элемент — это место соединения с автомобилем. А эта кругляшка просто декоративный элемент на сгибе ноги. Еще приклеиваются две детали для того, чтобы внутреннюю часть ноги можно было совместить с вот этим внешним корпусом. Модель автомобиля выполнена из смолы, и первым делом ее необходимо хорошенько обтесать с помощью наждачной бумаги, чтобы избавиться от следов литья. Крепить ноги пока что некуда, поэтому мне понадобятся вот эти части от танка-шагохода. Для начала просто вырываю их, после с помощью кусачек обрезаю все лишнее и в завершении обрабатываю наждачной бумагой. Отрезаю небольшой кусок двухкомпонентной шпаклевки, перемешиваю между собой и закрываю ту часть, где должна была проходить ось для крепления колес автомобиля. После высыхания шпаклевки грубо срезаю все лишнее и выравниваю поверхность сначала с помощью крупнозернистой, а потом с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. На суперклей сажаю деталь для соединения ноги с корпусом примерно в центр арки колеса. В салон на этом этапе устанавливаются только сиденья, используя вот такой универсальный клей. Подписчик прислал мне очень много запасных деталей, вот столько их мне не понадобится. Я выбрал всего лишь несколько и приклеил на капот автомобиля две, просто чтобы обозначить, что этот автомобиль необычный. Теперь можно научить его ходить. Подвижность ног необходима для правильного позиционирования их на плоскости. Ставлю в нужное положение и фиксирую с помощью клея верхнюю часть. Грунтую модели из баллона, особой детализации на ней нет, и поэтому нет риска что-то испортить, и баллон в этом случае удобней. Модель собрал не полностью для удобства последующей покраски. Кузов будет белого цвета, но помимо белого добавляю в него немного цвета слоновой кости, чтобы цвет был потеплее, и разбавляю все это разбавителем. А ноги будут светло-серыми. Беру красивую губку и вставляю ее в корпус, чтобы было удобнее его держать. Заливаю краску в аэрограф и начинаю все красить. В кадре появилась новая локация, это окрасочный бокс. Совсем недавно я сделал мастерскую, можете увидеть ее в предыдущем видеоролике, и теперь можно свободно пользоваться аэрографом. Вот такой теплый цвет получился у кузова. Все остальное докрашиваю кистью, приборную панель в черный, дверные карты тоже, и нижняя часть, то есть днище автомобиля, будет тоже черным. Сиденья будут красно-коричневого цвета. Теперь мне понадобится очень много ржавчины. Внутреннюю часть крашу в темный цвет, а дальше покраску начинаю с самого светлого, покрывая им вот эту накладку с наружной стороны. Для объема и неоднотонности цвета, используя воду, на ногу наношу более темный оттенок серого очень тонким слоем. После нанесения краски убираю излишки воды и наношу еще один оттенок серого, еще темнее. Во всех последующих слоях в акриловую краску буду добавлять пигмент. Наношу его на поверхность с использованием большого количества воды, также очень тонким слоем, чтобы в итоге получилась вот такая вот текстура. От светлого цвета постепенно перехожу к темному.
И с каждым последующим слоем использую разные кисти и способы нанесения ржавчины. Изобразить, нанеся всего 1-2 слоя, то, что создавалось в течение долгого промежутка времени, я сейчас имею в виду ржавчину, невозможно, поэтому использую много разных оттенков и способов нанесения, чтобы результат был интереснее. Примерно каждые 3 слоя наношу фиксатор пигмента, в его состав входит лак, и пропитываясь им, пигмент становится гораздо насыщеннее. За счет интересной структуры такая губка оказалась хорошим помощником в нанесении эффектов. В краску серого цвета добавляю черный пигмент и, используя вот этот спонж, промакивая его о салфетку, наношу эту смесь на поверхность ноги. С той же самой целью, чтобы цвет был не однотонный. Самый темный цвет ржавчины наношу уже не на всю поверхность, а только с краю, используя губку, а также кисть, разгоняя его по поверхности, чтобы получился такой переход. Смывкой черного цвета прохожусь по всем углублениям на конечностях. Беру безворсовую салфетку для маникюра и разбавитель и промакиваю ее им. Аккуратно стираю излишки смывки, чтобы она в основном осталась в углублениях и совсем немного на поверхности. Замешав светло-серый цвет и используя плотную кисть, наношу высветление для того, чтобы поверхность была более контрастной и объемной. Убираю литник и с внутренней стороны прохожусь пигментом цвета грязь. Здесь будет достаточно всего одного слоя, потому что ее будет не видно. После того, как обе детали окрашены, можно соединить их между собой. Теперь приступаю к работе с автомобилем. Беру глянцевую краску черного цвета и добавляю в нее немного специального разбавителя. И наношу ее на бампера, это предшествующий цвет перед нанесением хрома. Пока черная краска высыхает, крашу детали на капоте в серый цвет. Беру хром с зеркальным эффектом, он не предназначен для моделей, и чтобы добиться вот этой зеркальности, необходимо нанести довольно толстый слой. Покрываю полностью им решетку радиатора, захватываю те части, которые должны быть хромированы. И также крашу отражатели фар. По прошествии суток после нанесения черного глянца покрываю все бампера в хром. И в него же крашу ручки дверей. Внутреннюю часть крашу в обычный черный цвет, оставляя хром только по периметру и полоску посередине. Все зазоры выделяю смывкой черного цвета, капот и двери. А вот эту полосу вдоль всего кузова выделяю темно-серым цветом. Мне необходимо покрасить уплотнительные резинки, буду делать это с помощью маркера. Аккуратно, легкими движениями прохожусь по всему периметру стекла. Там есть кромка, и это сделать достаточно просто. Номера из фототравления покрываю черным цветом из баллона. Скотчем я закрыл те, которые мне не нужны. Фонари и поворотники крашу с обратной стороны полупрозрачными красками. С помощью краски для сухой кисти и, собственно, самой техники сухой кисти выделяю цифры и буквы на номере, чтобы они хорошо читались. Ватной палочкой, смоченной в разбавителе, после того, как смывка полностью высохла, убираю все излишки. Также использую салфетку. Все детали окрашены, и их можно соединять друг с другом. Первым делом приклеиваю приборную панель. Дальше устанавливаю стекла на свои места, это самый аккуратный процесс здесь, нужно их не запачкать. Для начала их просто примеряю.
И уже после того, как они установлены на свое место, закрепляю их с обратной стороны с помощью лака. Соединяю салон с кузовом. Приклеиваю хромированные бампера спереди и сзади. Устанавливаю поворотники на свои места, а также линзы фар. Фиксирую ее на месте с помощью глянцевого лака и по этому же принципу ставлю задние фонари. Устанавливаю номер, и это уже хорошо выглядит, но чтобы было совсем хорошо, у меня есть вот такие шильдики. «Жигули» приклеиваю в заднюю часть, а на переднюю устанавливаю значок ладьи. Вкручиваю ноги, они устанавливаются очень плотно, и их даже можно не приклеивать. Наношу немного грязи, сделанной из пигмента, и еще ржавчины самого темного, почти черного цвета. Эта идея пришла ко мне спонтанно, и когда я начал ее реализовывать, думал, что в итоге все будет выглядеть слишком дико, но все так и получилось. Это очень странно, но мне почему-то нравится. Пишите ваше мнение в комментариях, смотрите мои другие ролики, и всем до новых встреч!